Возвращаемся к старому формату видео, где буду болтать. И сегодня я вам расскажу, что такое Panoramic Tool для Unreal Engine, как создавать 360 панорамные фото и 360 панорамные видео, где вы будете задавать какой-то путь для вашей камеры, и при воспроизведении вы сможете мышкой крутиться, рассматривать все вокруг. Поехали. Первым делом покажу, как включить наш Panoramic Tool. Мы заходим в плагины. Built-in, то есть это плагин, встроенный в Unreal, ничего не нужно покупать. И в принципе все покупные плагины 360, они работают схожим образом, просто у них немного больше настроек. Пишем Pano, и здесь у нас появляется Panoramic Capture, делаем Enabled и перезагружаем. Так, наша сцена перезагрузилась. И следующее, что мы делаем, это в нашем контент-браузере в View Options жмем Show Engine Content и Show Plugin Content. Здесь появляется куча ненужных нам папочек. Нам нужно найти Panoramic Capture Content. И в папочке Assets у нас есть BP Capture. Это и есть наш Panoramic Tool. Это blueprint, который написали эпики. Он стал доступен еще в 4.23 версии, но после этого пока не обновлялся. Ждем, возможно, в пятой версии Unreal уже допилит. Вытаскиваем его просто в сцену и открываем. Открылся наш blueprint. Я пока его сверну, и перед использованием есть несколько нюансов, которые нужно знать. Так как этот blueprint просто берет вашу камеру, фотографирует несколько раз весь ваш объект и потом сам склеивает 360 картинку, не будут работать все Screen Space эффекты. То есть Screen Space Reflections в Post Process Volume мы должны выключить. Так же как виньетирование, короче, все эффекты, которые влияют и зависят от того, что на экране. Главный из них это Screen Space Reflections. То есть идем в Reflections, здесь мы включаем Screen Space и интенсивность ставим 0. Ray Tracing тоже не работает, и ни отражение, ни переломление, вообще Ray Tracing просто, если он будет включен, ваша картинка будет ужасно засвечена. Так, виньетирование. Интенсивность на 0. Так, хорошо. Я думаю, это все. Теперь мы откроем BP Capture, и я вам расскажу, что у нас здесь внутри. Capture Parameters. В первом поле здесь указано, куда сохраняются ваши картинки или видео. Вы можете изменить, я оставлю по умолчанию на диске C. Дальше у нас идет разрешение, с которым рендерится ваша панорама. То есть я поставил здесь 1024 для теста, но в финальном варианте 6К, 8К ставьте, чем больше, тем лучше. YouTube кушает до 8К, смело ставьте 8К. Остальные значения, они как раз на угол поворота камеры при фотографировании вокруг, то есть это нам не очень важно, оно делает все нормально. Следующее это рендер-пассы, как в Короне или V-Ray. У вас тут есть несколько рендер-пассов, которые вы тоже можете включить, просто поставив здесь единицы, и потом их можно в посте все склеить. И следующий это битность картинки. При 8 битах сохранится PNG файл, и при 32 битах сохранится EXR файл с большим битрейтом, то есть хорошенько и тени можно будет вытащить в постпродакшене, и также засветы тоже, как в RAW картинках на фотоаппарате. Следующее это моно или стерео картинка для стерео очков. Если стоит единица, то у нас включен монорежим, а если стоит 0, значит стерео режим. И следующее это или это просто один кадр, как просто 360 картинка, или видео. Мы пока не подключаем ни туда, ни туда. Ввели все наши значения.
компильнули, сохранили и возвращаемся в игру. В World Settings обязательно в Game Mode Override выбираем Game Mode и жмем Play. Так, летаем по интерьеру и выбираем точку, с которой мы будем создавать нашу панораму. И не выключая игровой режим, включаем тильду и пишем sp. Panoramic. И у нас есть Movie, Quality и Screenshot. Нам в данный момент нужен скриншот. Screenshot. И просто жмем Enter. Компьютер задумается на минуту-две, в зависимости от разрешения, которое вы поставили, и от мощности вашего компьютера. Он фотографирует сейчас много кадров, сохраняет их, склеивает и сохраняет в папочку. Сейчас уже можно Escape нажать и идем в папку смотреть, что у нас получилось. Вот это все на мои тесты. Заходим в папку, Final Color, открываем. Да, вот получилось у нас 360 картинка этого интерьера. В маленьком, конечно, разрешении. Дальше засовываете в любой просмотрщик 360 картинок и все. Или если вы отрендерили несколько рендер-пассов, их всех можно собрать в фотошопе, сохранить и после этого уже в просмотрщик картинок кинуть. Так, это относительно картинки. Теперь, если вы хотите создать видео, первым делом заходим в BP Capture и подключаем Node Movie. Вот эта циферка 50 это кадры. Сколько кадров вы создадите в секвенсоре, столько здесь нужно написать. Пока это не трогаем. Давайте создадим небольшое движение камеры. Все, что нам нужно сделать, это найти Cine Camera Actor, поставить его. Давай. Где-то так. И создам быстрый... Простите. Быстрый секвенс создам. Просто в папочке Content, чтобы быстрее найти. Level Sequence. Назову его 360. Открываем. Добавляем быстро сюда нашу камеру. Так, жмем на Transform. У меня на канале есть видео по созданию секвенсов, пролетов камер. Обязательно посмотрите. Ссылка будет справа вверху. И давайте на 150 кадре наша камера просто проедется к этому углу. Ой. Так, промазал. Опять летим в угол. Жмем Transform. Также ключики я люблю делать linear. Тоже в том же видео посмотрите, что это такое. Все, возвращаемся на начало и смотрим. Жмем play, наша камера летит отлично. Этого нам вполне достаточно. У нас есть 150 кадров, то есть мы возвращаемся сюда и к этим 50 просто единичку добавим. Оу, нет, это плохо. 150. Compile, сохранить. И смотрите, все, что нам нужно сделать, это отрендерить этот ролик. Здесь вообще ничего значения не имеет. Я бы даже resolution поставил на 640 на 480, просто чтобы дополнительно не грузить ваш компьютер, потому что оно будет сохранять и вот этот секвенс, который здесь, но при этом будет рендерить все 360 картинки. И жмем Capture Movie. Сохраняем. Все, начинается рендер. Оно показывает, что оно рендерит вот этот вот 640 на 480. На это не обращайте внимания. Вы себе можете открыть папочку, куда оно сохраняет. Сейчас оно создаст первый кадр из 150. Вот, создалась папка. Заходите. И вы видите, что первый кадр из коридора отрендерился. Я пока запись видео выключу. Когда закончится рендер, вот, создался второй.
И так оно создаст все 150 кадров, и получится пролет 360 картинок. И их все вы просто берете в каком-то, в любой программе для обработки видео. Adobe Premiere, для примера, вот у меня на канале есть, как я склеиваю из картинок ролик, можете посмотреть, ссылку оставлю справа сверху. Наши картинки все еще рендерятся, я не стал долго ждать, вот есть, сколько у нас, 9 кадров, 10 с нулевым, но уже на них можно увидеть, что у нас получается. Вот я открываю и просто скроллю, и как видите, камера летит, 360 видео у нас получается. Вот так вот. И в принципе это все. Вот у вас есть 360 видео. Вы спокойно можете его после этого загружать на YouTube. Единственное, не забудьте 6К, 8К разрешение. Компьютер задумается надолго. Это может быть час-два. Все зависит от, наверное, сложности сцены и от вашего компьютера. Ждете. Если есть вопросы, задавайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Я возвращаюсь, скоро будет много новых видео. Пока.